задых или астма. На самом деле задых – это более широкое такое понимание в магии. Потому что не обязательно быть астматиком, чтобы задыхаться, тяжело дышать. Иногда бронхи воспаленные, хроническое воспаление бронх, иногда после тяжелой болезни легких, иногда из-за курения, различные есть причины, возникает задых, то есть плохое дыхание. Если это запустить, естественно, это уже идет астма. Хотя астматики, они чаще всего наследуют эту болезнь. Если есть у матери, у отца, у деда, неважно, у кого-нибудь в семье, бывает, что в семье рождается ребенок с проблемами дыхания. Иногда это настолько углублено, что человек может задохнуться, если у него нет лекарства от астмы. Таких случаев много, к сожалению, когда человек задыхался, не мог дышать, так и умер, не дождавшись скорую. Если у вас есть проблема с дыханием, лучше провести этот ритуал. Я давала этот ритуал не очень давно даже, могу сказать, последний раз, наверное, 1,5 года назад девушке. Она астматик, прям классический астматик, всю жизнь вот этой пшикалкой ходит, задыхается, в детстве очень сильно заболела, и после этого у нее просто бронхи не дышат. И после этого ей больше не пригодилась вот эта вот штучка, которая пшикается для того, чтобы дышать. Хотя она от страха все же с собой носит, и я говорю, что нужно носить. Но мало ли, если вдруг ослабится, там, например, заговор, то еще раз провести можно. Вот пока что уже 1,5 года человек ходит без вот этой пшикалки и дышит нормально. Но для этого нужно все правильно сделать. Вам нужно, опять же говорю, можете для себя делать. Если у вас просто тяжелое дыхание, можете это убрать от себя, и у вас бронхи откроются, у вас легкие откроются, будете хорошо дышать. Может быть, вы, знаете, такой заядлый курильщик, и у вас постоянное вот это вот состояние, то есть проблемы с дыханием, откроется. Но в этом случае надо будет повторять часто, ну, хотя бы раз в месяц, поскольку вы в любом случае все время как бы напоминаете своему организму, да, даете эту нагрузку, вам нужно повторять. Одного раза не хватит. Но если у ребенка вот астма или хронические вот бронхиальная вот эта вот воспаленность, то проведите, с первого раза обычно убирает. Можно повторить как-нибудь, как только вы чувствуете, что ослабевает. Такое может быть. Поскольку это физиология, здесь, знаете, это не снятие порчи, которую вернули и закончилось. Это все же физиология, и это несовершенство организма человека. Поэтому лучше для профилактики иногда повторять. Вам для этого нужно купить 13 яиц. Ну, естественно. Можете купить в магазине. Это не имеет никакого значения. Просто яйца. Любые. Деревенские, обычные, токийские яйца. Куриные яйца. Возьмите мешочки, 13 штук. Или можете там сделать эти мешочки, сшить. Или можете просто 13 платков взять с веревкой. Но удобнее, конечно, мешок. Потому что так вот кинули внутрь. Да, и, пожалуйста, можете привязать куда хотите. Так вот, берете яйцо, мешочек, 13 штук, и идете к разным деревьям. Желательно не в одном парке, чтобы было. Можете там, например, 5 деревьев здесь, потом в другом, можете в лесу. Вы должны повесить яйцо на дерево. Сначала прочитать 1 раз, значит, кинуть в мешок яйцо. Вот. Повесить на дерево, привязать к ветке. Еще 2 раза прочитать, отвернуться и уйти. На все 13 яиц читайте и уходите. И в этом парке не гуляйте хотя бы там месяца 2. Вы туда появляться уже не должны. Там, где это проведете. В принципе, уже буквально
этот же вечер будет облегчение, и постепенно это все у вас уйдет. Вы отдадите мирозданию через живую плоть яйца, потому что это живая, да? Тут жизнь внутри. По сути, вы перекид делаете на яйцо, вешаете на деревья и уходите. Итак, читать по 3 раза. 1 раз в ладони держать яйцо. И 2 раза читать, когда вы повесили уже на дерево, на ветку. Вот так повесили, просто вот привязали элементарно, и все. Поэтому говорю, мешочки, они удобные. Яйцо. Ты в курицу назад не войдешь. Обратно ногами домой не придешь. Так и болезнь, задых навеки пройдет. Задыхайся, рыба, задыхайся, злая птица, задыхайся, слепой кот. А у меня болезнь, задых пройдет. Заклято. Если вы читаете ребенку своему, вы можете только своему ребенку, больше никому. Остальные сами за себя должны провести, взрослые люди. Если читаете ребенку, то говорите, так и болезнь, задых у Ванечки навеки пройдет. Своему ребенку. Итак, еще раз читаем. Яйцо. Ты в курицу назад не войдешь. Обратно ногами домой не придешь. Так и болезнь, задых навеки пройдет. Задыхайся, рыба, задыхайся, злая птица, задыхайся, слепой кот, а у меня болезнь, задых пройдет. Заклято. Этот ритуал можно применить даже при постоянной болезни, например, кашель. Есть люди, у которых, постоянная кашель, постоянная мокрота, все время у них это. И это тоже помогает избавиться навеки, потому что это тоже связано с дыхательной системой, задых. Задыхается человек, попадает там холодный воздух или вообще воздух, да, в бронхи, если они там каким-то образом воспалены или, например, клапан сузился, закрылся, задыхается человек, кашляет все время, тяжело дышит. Тоже поможет. Еще раз говорю, 13 яиц повесить, подвесить на на ветке деревьев, значит, над каждым яйцом 1 раз читать, держа на ладони, потом внутрь кинуть мешка, подвесить, читать еще 2 раза и уйти. Когда полностью это все уйдет, берете 13 монет и оставляйте под любое дерево со словами «откупаюсь за исцеление» и уходите. Все, больше ничего не надо говорить. Итак, яйцо. Ты в курицу назад не войдешь, обратно ногами домой не придешь. Так и болезнь, задых навеки пройдет. Задыхайся, рыба, задыхайся, злая птица, задыхайся, слепой кот. А у меня болезнь, задых пройдет. Заклято.